Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 октября. Что или кто появится неожиданно? Неожиданно как возможность, может быть и как новость, а возможно для кого-то и как человек тоже. Давайте узнаем. И вначале мы достанем три карты, как три знака судьбы, потоковая информация, что нужно услышать, без вопросов. Или, может быть, это просто как сфера жизни. Сфера жизни или объем тем, да, в зависимости от того, какие знаки выпадут. К примеру, мечи – это ведь интеллект, какие-то вопросы по закону, да, бумаги, документы, работа, решения. Ну, это для примера. Или, наоборот, кубки, понятно, это область чувств. Поэтому давайте узнаем три знака судьбы, потоковая информация. Что же вам, мои дорогие овны, с 10 по 20 октября, чем придется заниматься, вот какие знаки нам дадут карты. И у нас сегодня 78 дверей карты, метафорические карты, которые как раз и объясняют, какие двери открыты, какие закрыты. Это принципиальное как бы значение, да. Куда-то, может, и сами не пойдем. И дальше дополним, что для вас будет наиболее актуально в эти 10 дней. И если мы спросили, кто или что появится неожиданно, так вот с чем это будет связано? Кто или что появится неожиданно? И что это для вас означает? По сути, на пороге каких событий вы стоите? Как это будет продолжено? Или зачем это было нужно? Ну и как это обернется, к чему это все идет, мы достанем третью карту тоже. И, конечно, по основным сферам жизни. Первое это у нас будет, чего ждать в любви. Что-то тут у нас переворачивалось. Но иногда эта карта выпадает, когда нам приходится что-то пересмотреть и, возможно, скорректировать и даже отказаться. Ну вот как раз мечи. Может быть, это вопросы составления важных документов в самых разных областях. У кого-то и в личной жизни может быть, у кого-то и по части вашего труда, занятости или конкретных соглашений. Может быть, проанализировать придется какую-то информацию, да? Но холодная голова, вот, видимо, от вас потребуется такая подсказочка небольшая, кому-то важно услышать. Так вот, чего ждать? Любовь, личная жизнь. Чего ждать или что ждет вас, мои дорогие, сфера финансов? И чего ждать в сфере ваших достижений? Работа, учеба, у кого-то бизнес, согласование, документы. Итак, давайте будем смотреть, что же там как потоковая информация, как три знака. Первый знак судьбы. Вот так, тройка мечей. Есть какое-то сожаление. Вообще, именно по этой карте дверей закрытых нет. Это мы сами на какое-то время, ну, как обособляемся. Кого-то не хотим, может быть, буквально видеть. Может быть, и обида. Почему нет? Но любая тройка – это всегда карта будущего. Так вот, вы спросите, это что, мне на будущее будет? Нет. На данный период времени это холодное, здоровое равнодушие. Я часто об этом говорю. И вот тот опыт, который был пережит, может быть, на вам эта карта выпадает для того, чтобы вы приняли во внимание, что какую-то ошибку нельзя допустить или действовать какими-то прежними методами. Здесь будет вам давать ваша судьба, мудрость, шестое чувство, будет давать правильные подсказки, как будто ты туда, Овен, не иди, потому что опыт, опять же, есть, да, и мы это не хотим повторять. Конечно, как знак судьбы это может быть связано с человеком, который, ну, возвращается где-то в вашу жизнь, или пусть он сам не возвращается. Он, может быть, и не хотел, а как-то так складываются обстоятельства, к примеру, не все решены вопросы из прошлого, мои дорогие. И, может быть, к какому-то делу вам самим не очень хочется не приступать, не продолжать, не контактировать с некоторыми людьми, а нужно, вот и бывает и такое. Поэтому карта все-таки нас ориентирует на будущее и, значит, с каким-то новым подходом. Вообще это карта выздоровления. И когда мы вот так вот непредвзято, когда нам действительно просто все равно, настолько уже какая-то ситуация отболела, отгорела, что мы и не хотим еще раз в ней оказаться, когда нам сложно замылить глаза, да, или ослабить наше внимание по какой-то теме.
Вот вам действительно помогает опыт прошлого. Может быть, еще и не все вопросы именно из прошлого решены. И тогда дверей закрытых нет. Эта карта говорит, значит, какой-то вопрос, может быть, вам и придется в эти 10 дней улаживать для того, чтобы окончательно все точки над «и» были расставлены. И для вас это будет означать выздоровление. Хотим мы или нет, но, видимо, какой-то предыдущий период жизни мы должны как к знаменателю подвести, мои дорогие. Вторая карта. Туз жезлов. Дверь закрыта, но вы маг и волшебник. От пасса мага, волшебника эти двери откроются, как будто вы знаете кодовое слово. Я очень часто говорю по тузу жезлов, это знаете как, пусть это информация у кого-то событие, но туз жезлов – это то, что делит нашу жизнь на период до и после. Ну вот все то, что мы с вами только что говорили, конечно, у каждого из нас есть какие-то минусовые ситуации в прошлом. Но вот этот баланс или, может быть, как демаркационная линия между прошлым и будущим. Вы можете это, кстати, даже чувствовать. Вам куда-то самим уже не хочется возвращаться, самим не хочется, может быть, заниматься каким-то вопросом или видеть буквально кого-то. Но, видимо, вот время где-то вас подводит, вот как этого мага к этим дверям, и некоторые позиции ваши, они должны быть абсолютно четко прояснены, чтобы когда вы откроете, это именно вы открываете дверь в будущее. Это ваша ресурсность, мои дорогие овны. Но, значит, какая-то обратка из прошлого вам не должна прилететь, понимаете? Хотя для кого-то туз жезлов будет означать, мы ведь спросили еще одновременно, кто или что появится неожиданно. Неожиданная новость. У кого-то неожиданная новость или сведения о том человеке, пока или по тому вопросу, когда вы переживали, или когда вы находились в каком-то состоянии неопределенности. Может быть, это тот период, когда вы вынужденно отгородились от мира. Почему нет? У кого-то были очень сложные эмоции, у кого-то это было связано с предательством или, знаете, когда мы чувствуем, словно мир рухнул. Вот такое бывает тоже. И по тройке мечей это постепенно приходит понимание, что мне никто не поможет, мне нужно как-то в себе самом преодолеть, да, вот это сложное состояние и все равно идти вперед. Но вы-то, мои дорогие, вы люди сильные, ресурсные, но, видимо, есть какая-то ситуация, когда эмоционально нельзя соскользнуть, понимаете? Тут не должно быть и мести, ведь все-таки кукла Вуду нам изображена, понимаете? Потому что все, что мы пропускаем через эмоции, делает жизнь не только путанной, а нас как будто сдерживает или оставляет, задерживая в прошлом. А вы уже на пороге новых событий, перемен, возможностей. Ведь туз жезлов – это в первую очередь возможность. Но вот эта демаркационная линия, я так вижу, вы будете более отчетливо, может быть, с 10 по 20 проводить. Третий знак судьбы. Ну вот смотрите. Я не отрицаю, что могут вернуться люди, попытаться с вами примириться. Но все же нам говорят девятка пентаклей. Тоже ведь это, если по нумерологии, число такое вибрирующее. То есть 9, а если мы перевернем, то 6. Поэтому 9 это перемены, а 6 это победа. Поэтому вот кто как из вас решит какую-то ситуацию, которая будет связана именно с прошлым, и теми сведениями или появившимся человеком, или как увидит возможность. От этого может зависеть буквально какая-то финансовая история. Все-таки пентакли. И обратите внимание, как будто вы сами открываете дверь. Все же нам именно героиня на этой карте олицетворяет вашу успешность или вашу ресурсность, ваши возможности. Мы где-то, если вы сейчас чувствуете, что ничего подобного в моей жизни нет, это может свидетельствовать о том, что вы несколько подзастряли. Как будто выздоровление, понимаете, оно должно произойти. Нужно отпускать прошлое, иначе оно вас словно в кандалах, в тисках держит. Тут уже вот нужно, пора как будто эти двери открывать, да. Это, опять же, какие-то возможности. Не упустите эти возможности. Давайте мы с вами посмотрим все же конкретно, кто или что появится неожиданно.
Ну, наверное, все то, что я долгое время говорила, карта мага. Это ваши ресурсы, опять же, мои дорогие, появляются. Могут появиться и великие манипуляторы, я этого не исключаю. Но и вы-то сами, как вот этот волшебник. Вам нужно будет как-то очень красиво и элегантно решить какой-то вопрос, правильно провзаимодействовать с человеком. Причем этот человек может быть тоже, знаете, когда он хитрит, почему нет? Ну, по крайней мере, может быть, он и не нарочито хитрит, а у него есть какой-то свой план. И до конца вам его не расскажут, примите это к сведению. Поэтому вам будет подсказывать интуиция. А интуиция – это, знаете, как ваша миссия на последующий период, такой далекий период. Это вот надо уметь слушать подсказки собственной души. И у нас, знаете, тот период, октябрь и ноябрь даже, время строить правильные социальные связи. Раз. И слушать именно, что говорит ваш глаз мудрости. Потому что обстановка будет почти до конца года. Периодически, знаете, как мы говорим, не поддается нашему пониманию или ни в какие ворота не лезет. Ну, правда, я надеюсь, все правильно понимают мой сленг, но которую разумом не понять. А вот интуиция как раз вам будет давать правильные подсказки. Интуиция – это ведь не совсем с позиции, чего мы хотим, а вот этот опыт. Интуиция начинает работать тогда, когда у нас уже сложился определенный, ну, как мы прошли жизненный этап, и вот этот самый опыт, может быть, и грустный, не без этого. Но так, если мы разбирать будем слово интуиция, это интеллект. И опять же тот опыт, который мы перевели из эмоций, как сам по себе опыт, оставили как ситуацию. И тогда мы туда точно не хотим, мы это точно знаем, какие двери мы не будем открывать. Или с кем, может быть, с какими людьми мы не будем взаимодействовать. По аркану мага, это, во-первых, старший аркан, здесь будут на вас, как и люди, оказывать влияние. Может быть, неожиданные новости будут приходить, люди себя могут вести странно. Но и для вас-то это ведь тоже неожиданные возможности. У вас именно возможности будут, как для мага, скрываться в тени. Это не есть какая-то, знаете, карта, где вы можете четко по маршруту пройти. Здесь основная карта, опять же, это ваше шестое чувство, мои дорогие. Но вам и одновременно пространство, высшие силы дает возможности. Поэтому, может быть, и мудрее быть, а может быть, и хитрее, мои дорогие. Вот как будто без этого не обойтись, да? Вот ей же, он не случайно, видимо, тут карта мага, как бы ваша ресурсность, а начинается расклад, как знаки судьбы. Вот с этой карты, как будто мы должны выздороветь окончательно. Ладно, давайте узнаем, а зачем вообще это все нужно, что это значит и что для нас это может означать. Вот то, что появляется неожиданно, ведет вас к успеху. Вот если так, в двух словах. Карта мага. Тут я уже все объяснила, но даже не зная карт, уже где-то интуитивно приходит понимание. Аркан колесница. С одной стороны, безусловно, это выбор. Туда или сюда, направо или налево. Может быть сложный выбор. А у вас возможности, мои дорогие. Но, в принципе, энергетика – это карты, когда мы, да, мы определяемся, но это путь к успеху. Может быть, и выбор сложный. Может быть, и не подзастрять в каких-то прежних эмоциях. А очень рационально, вот, мои дорогие, вам какую-то ситуацию, может быть, с человеком, а может быть, это связано и с документами. Все-таки аркан маг нам говорит, как старший аркан, да с чем угодно вы можете столкнуться. Но опять же, к вашему успеху, но вам еще придется пройти не один путь. Но пока это именно развилка. Туда или сюда. Вы выбираете дороги. Причем это на далекое будущее. И ведь, согласитесь, мы не можем тут просчитать. Мы не можем предвидеть, а предполагать мы где-то можем. И поэтому в данном случае карта снова подсказывает: слушайте подсказки шестого чувства. Вам для чего-то это совершенно необходимо, очень нужно. Это ведь всегда, по сути дела, вот даже все три карты – это возможности. И причем девятка пентаклей, она говорит о том итоге, который мы можем получить, мои дорогие. Здорово. Как все обернется, к чему это все идет. Что-то завершится. Еще один старший аркан – судьбоносный период.
И это не громкие слова. На вас будут оказывать влияние люди, может быть, кого-то вы случайно встретите, и действительно, неожиданности могут быть. Неожиданно может вопрос какой-то завершиться, а новый начаться. Потому что как выбор, это может быть какие-то возможности, но, может быть, для того, чтобы ими воспользоваться, нужно будет и завершить что-то, в чем-то поставить точку. Я об этом говорила в самом начале и еще по первой карте. Просто для тех, кто сомневается, мои дорогие овны, вот все то, что, с чего мы начали наш расклад, вы можете открутить назад и прослушать еще. Наверное, каждое слово мной произнесенное, ну вот как-то переложите на ту тему, которая вас сейчас беспокоит. Или, может быть, и есть смысл вернуться к раскладу, если правда вы услышите какую-то новость или столкнетесь с каким-то событием или с конкретным человеком. Но холодные мысли, холодный рассудок, холодная голова, ни одной эмоции, понимаете? Вот смотрите. Тут решаются вопросы какие-то более важные, и одновременно еще и финансовая сфера подключается. И тут не про эмоции вообще, ну, даже близко. Видимо, вот время рациональных выводов и конкретных планов. И причем эти планы вам придется еще, скорее всего, многократно корректировать. Но это нас не должно останавливать или замыкать в самих себе. Видимо, не случайно и королева мечей, которая вам перевернулась, я говорила, может какой-то тема, вопрос именно быть сопряжены с тем, что вам придется что-то пересмотреть, переиграть и отказаться. Завершение, финал. Мы понимаем по 13-му аркану, что, может быть, и сами не хотим куда-то идти. Вот две двери как будто закрыты нам тут даже, да? Одна приоткрыта. Но вот как будто, если мы говорили демаркационная линия, обратите внимание, вот осталось как будто разрубить между прошлым и будущим тоненькая нить. Уже что-то, вот говорят, где тонко, там рвется. И вот совсем чуть-чуть как будто сдерживает между прошлым и будущим вот этот момент перехода. И у вас, скорее всего, с 10 по 20 и будет, ну, может быть, для кого-то как фортуна, а вы можете этого не увидеть, потому что сложные эмоции, или вы можете не рассмотреть, а это ваша задача. Истинные возможности скрываются в тени, поэтому никаких эмоций. Э, Будьте где-то непредвзяты к тому, что происходит. Но как-то действовать по-новому придется. К чему все идет? Ведь это аркан трансформации. Вот к вашей трансформации. Чего ждать? Любовь, личная жизнь, паж мечей. Ну, какие-то известия. Часто по пажам это новости, какая-то информация. Вы, кстати, сами, с одной стороны, девятка пентаклей. И для тех, у кого все хорошо, может быть, просто какие-то возможности. Отчасти это будут дела, вопросы, связанные с прошлым. Что-то вы будете тут подводить к какому-то балансу, к итогу, у кого что. Но у кого-то, может быть, и так. Вы собирались ехать в одно место, поедете в другое. Не случайно по пажу мечей мы меняем направление, корректируем свои планы. И, собственно говоря, верхние три карты об этом сказали. Поэтому у кого-то из вас будет связано и с личной жизнью тоже. Может быть, это основа вопроса лежит как раз в сфере либо финансов, либо откуда к вам приходят деньги, или какой-то рабочий вопрос, вопрос бизнеса, какой-то именно коррекции планов, которые связаны с вашей деятельностью, с достижениями. Но, видимо, это затрагивает и вашу личную жизнь или вашу личность, мои дорогие. Вы, одним словом, можете что-то услышать, узнать или, ну, получить, может быть, даже какую-то бумагу, и вы будете несколько менять, как перерокировка. Но это будет оказывать как минимум влияние, к примеру, даже на ваш график жизни, на ваш график работы. Вы тут можете какую-то поездку, может быть, вам буквально придется совершить. И вот, кстати, по поездке аркан колесницы иногда говорит либо вопросы, которые с автомобилем, вам нужно быть мобильными, мои дорогие. Ну, кто водит машину, проверьте свой автомобиль, чтобы все там было заменено. Должна сказать, что, ну, так попутно, не нарушайте закон, не нарушайте скорость даже, да. Ну, а для тех, кто не за рулем, переходите дорогу
там, где положено, а не где всегда. Вот это на всякий случай, тут себя надо беречь. Ну и по скорости я уже тоже сказала. Но эта скорость для вас будет проигрываться, что я такое предполагаю. Вот если паш мечей, мы меняем направление, пусть на личную жизнь, но иногда это сфера, которая в целом про взаимоотношения. И, может быть, вам нужно будет необходимо встретиться в конкретной местности с конкретным человеком, провести какой-то диалог, беседу, откровенный разговор, чтобы прояснить какую-то ситуацию. Или поехать куда-то, отправиться, может быть, и к чиновнику, может быть, и в какие-то инстанции, или узнать, как в отношении вас работает закон. И это все, вот это как бы движение ваше, да, в целом, мы не можем отложить на потом. Потому что по аркану колесницы нам, знаете, как будто этот момент нужно ухватить, вот эту скорость, да. Потому что это подсказка где-то лежит или кроется в том, что если ты отложишь на завтра, останешься где-то долго размышлять, что-то анализировать. Внимательным быть нужно, я об этом говорила. Еще и соблюдать закон. Но вот сейчас возможность есть, а завтра ее не будет. Вот несколько карт, не упусти время. Вот как-то и так. Чего ждать по финансам? Ну, как-то по десятке жезлов вы можете включиться в ряд вопросов, от которых вы устанете. Может быть, и правда, у кого-то много переездов, много каких-то путей, дорог, может быть, и мелких, не потому что куда-то далеко, а поток новостной к вам приходит, и вам приходится управляться и быстро, или, может быть, знаете, изначально такая новость приходит, которая говорит, это нужно было сделать вчера, и тут мы очень быстро собираемся, но то, что работы будет много, это точно. Усталость, отдыхай. Уставшие люди делают ошибки. Более того, все же это на финансы. Девятка у нас выпадает пентакли, я говорила, между победой и какой-то новый взгляд на вещи или новые возможности. Вот вам нужно будет на финансы правильно оценить обстановку, куда вы вкладываете, за что вы платите буквально. Или, может быть, у кого-то бизнес, и это ваши сотрудники, да, или пусть вы руководитель, понимаете, то тогда однозначно по десятке жезлов мы делегируем нашу работу, какую-то рутину, ту работу, которую может сделать кто-то другой. Вы люди очень ресурсные, сильные. Всегда есть желание на Овна навалить какой-нибудь раздел или участок работы, он же вывезет, а почему нет? Здесь нет. Максимально отказаться от того, что может делать или призван даже делать кто-то другой. И по части финансов тоже, видимо, считать. Деньги-то есть, деньги будут. Но вам их, видимо, придется как-то особенно и считать, в чем-то сохранять, потому что для вас, ну, на далекий период деньги – один из способов взаимодействия с миром, и это ваша ресурсность на какой-то период последующий. Вы пока этого можете не видеть. Трансформация. Ладно, давайте. Все то, что касается ваших достижений, работы, соглашений, пятерка мечей, с вами могут спорить. Человек может из прошлого, с кем был конфликт, тоже у кого-то появиться неожиданно. Или тот вопрос, который был именно и связан с человеком, и вам, может быть, и хотелось бы уже забыть и к этому не возвращаться. И карта настойчиво рекомендует: держи нейтралитет. Потому что первая победа никому не помогает. А знаете, нам так, наверное, судьба очень часто дает такой экзамен на выдержку, может быть, эмоциональную выдержку. Потому что если мы с кем-то разошлись в контрах, да, как в море кораблей, но в контрах, и нам сложно даже сказать «здравствуй», обязательно судьба сводит с этим человеком. Но, согласитесь, это срабатывает достаточно часто. И поэтому для вас, мои дорогие, нейтралитет буквально помогает, какой-то баланс. Мы не должны воспитывать людей, кому-то что-то доказывать. По этой карте худой мир лучше доброй ссоры. Потому что каким-то образом, посмотрите, на протяжении нескольких карт нам все-таки карты напоминают, что как камень преткновения может быть именно связан с какой-то либо историей из прошлого или с человеком из прошлого. И нам это нужно. Вот эту первую победу перевести в окончательное решение вопроса. Или, может быть, отпустить кого-то. Ну, даже, знаете, как что-то завершается, мысленно мы отпускаем, потому что ваша задача, вы уже идете
в будущее. Ну, вот такой непростой расклад, но обратите внимание, как будто туз жезлов, вот я сказала, весть, правда, у кого-то может все начаться с того, что вы услышите какую-то новость. Может быть, и ваш собственный инсайт, но, видимо, интересные события будут с 10 по 20. И помните, мои дорогие, даже если что-то завершается, это для того, чтобы прошлое подкинуло вас. То прошлое, которое оно и прогрессу вашему не служит, и связано еще с какими-то разочарованиями. И освободить место, пусть что-то более счастливое, доброе, вот как по аркану колесница войдет, оно как будто уже стоит на вашем пороге. Тут действительно на пороге каких событий вы стоите, а у вас выпадает аркан колесница. Вот вы именно на пороге между прошлым и будущим. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.